Акварель и азиатская живопись. Смешанная техника. Рисуем пасхальную корзину с цветами. В связи с приближающимися праздниками рисуем особенный натюрморт. Рисуем пасхальную корзину с цветами и яйцами, пасхальными яйцами. И главный элемент в этой корзине будет верба. Итак, сначала рисуем контуром черной краской белые нарциссы, а затем вводим цвет. Рисуем большие крупные фиалки. Набираем сиреневый и мазками, прижимая кисть от кончика до пяточки и двигая кисть в нужном нам направлении, образуем лепестки фиалки. Рисуем фиалку в разных ракурсах. Не только чтобы было видно ее в лоб, но и боком. Рисуем мазками. Можно взять на кисть более светлый, как основной, сиреневый, и на кончик посадить более темный. Далее, следующий цветок – это другая разновидность фиалки – душистая фиалка. Для этого возьмем насыщенный фиолетовый цвет. Можно опять же взять более светлый, как основной, и более темный на кончик. И здесь рисуем много маленьких лепестков. Рисуем это просто прижатием кисти. Оставляем мазки, точнее отпечатки, похожие на в виде капли. Рисуем верхний ряд лепестков и обращенный вниз нижний ряд лепестков. Также нарисуем и бутоны к такого рода цветкам, тем же самым, собственно, цветом и по тому же принципу. Просто два мазка, двойной мазок, поставленный рядом. Вы можете изображать, в принципе, совершенно абсолютно любые весенние цветы. Так как в пасхальную корзину, конечно, поскольку Пасха всегда весной, идут именно весенние цветы. То есть вы можете подобрать те, которые вам больше нравятся. Может быть, не белые нарциссы, а желтые дафодилы и, например, красные тюльпаны, ну и так далее. Хотя, конечно же, я думаю, что верба обязательно должна присутствовать. Теперь рисуем корзинку. Взяв светлый оттенок коричневого, мы прорисовываем у корзинки ручку, прижав кисть от кончика до самой пяточки и поставив ее горизонтально или вертикально, мы проводим линии, образовывая ручку корзины. А затем, прижимая кисть сначала кончиком и затем в процессе движения прижимая ее до самой пяточки, мы рисуем такие мазки, группируя их рядами, чтобы образовать плетеную корзину. Просто повторяем этот мазок и группируем его рядами. Каждый мазок следующего ряда должен попадать между мазками предыдущего ряда. И теперь, пока корзинка подсыхает, мы, взяв желтый и на кончик оранжевый, заполним серединку у нарциссов, просто оставив двойной мазок, прижав кисть от кончика до самой пяточки и проведя в нужном направлении. Сначала зададим контуром форму яйца и затем заполним ее такими мазками, прижимая кисть от кончика до самой пяточки и проведя в нужном направлении. В некоторых местах лучше даже поработать сухой кистью на яйце, чтобы оставить на нем как бы солнечные блики, световые блики. И теперь займемся бантиком на корзинке. Взяв светло-зеленый, мы проводим линии. Для того, чтобы получить более тонкую, мы уменьшаем давление на кисть, а для того, чтобы получить более толстую, увеличиваем давление на кисть. Соответственно, мы их загибаем красиво, так как это ленточка. Следующий цветок, который я решила посадить в нашу корзину, точнее положить в нашу корзину, это мускарий или гадючий лук. Берем синий, ярко-синий цвет и просто оставляем небольшие отпечатки, небольшие мазки, буквально чуть-чуть прижав кончик кисти и проводим снизу вверх. Оставляем вот такие небольшие мазки, группируя их рядами и получая, собственно говоря, такую структуру, похожую на гроздь.
Делаем несколько таких цветов. Теперь займемся веточками и стебельками. Мы уже знаем, что для того, чтобы получать толстую линию, нужно больше прижимать кисть, а для получения более тонкой линии нужно уменьшать давление на кисть. Работаем оттенками зеленого цвета. Впоследствии мы будем вводить контур на все элементы данного рисунка, чтобы сделать его более аккуратным, поэтому можно взять более светлые оттенки зеленого, чтобы потом контуром работать более темным зеленым. Можно не прорисовывать все стебельки и веточки, так это картина, и цветы в ней, собственно говоря, переплетаются, и уже сложно понять, что откуда выглядывает и что зачем прячется. И все-таки несколько крупных листков у нарцисса, просто прижав кисть от кончика до пяточки и проведя в нужном направлении. Теперь обрамляем серединку у нарциссов. Просто черным цветом делаем вот такой контур и 2 дугообразные линии в середине. Похоже на монетку. Итак, еще одно яичко красное. Обязательно красное яйцо. Как без красных яиц на Пасху? Ведь это самый главный из символов Пасхи. И теперь перейдем к вербе. Ей мы уделим особое внимание. Сначала рисуем стебель. Движение такое. Мы двигаемся вперед и немного назад. И затем с этой точки опять двигаемся вперед и немного назад. Каждый раз при новом движении после возвращения назад мы немного задаем наклон в одну сторону, а в следующий раз в другую. Основа этого мазка – это движение вверх и немного назад, вверх и немного назад. И помним, большое давление на кисть – толстая линия, малое давление на кисть – тонкая линия. Мы получаем за счет такого мазка очень схожую структуру на то, как, собственно говоря, выглядит ветка. Это движение можно выполнять и в обратном направлении. Тогда мы двигаемся вниз и возвращаемся немного назад, вниз, немного назад. В принципе, ничего не меняется, кроме направления. Так мы получаем ветви вербы. Пока ветки вербы подсыхают, мы разбавляем ярко-синей водой и немного сделаем контура поверх черного контура на нарциссах, поскольку чисто белый цвет в природе у нас встречается редко, поэтому мы заполняем его таким разбавленным голубым и возвращаемся к веточкам вербы. Разбавив черный цвет водой и получив водянистый серый, мы просто оставляем отпечатки кончика кисти в виде вот такой вот капли. И, собственно говоря, получаем саму вербу легко, просто и очень красиво и натурально. Значит, разбавляем черной водой до водянистого серого и оставляем отпечатки кончика кисти по бокам самой ветки. Затем мы поработаем на них контуром, хотя в принципе можно этого и не делать, а оставить их такими пушистыми, серыми и нежными. Теперь, когда немного подсохла серая краска, но не до конца, мы берем малую кисть и черным цветом по бокам обрамляем этот пушок маленькими черными линиями, чтобы еще больше подчеркнуть пушистую форму вербы. Но, как я говорила, можно было этого и не делать. Можно также было взять и желтый, и желтым тоже добавить вот такого пушка. Как вы знаете, верба потом начинает расцветать и покрывается желтыми маленькими тычиночками такими. Но можно поэтому часть выполнить черным, а часть желтоватым. Как говорится, это уже дело вашего вкуса и фантазии. Теперь поработаем контуром и на всех остальных элементах нашей композиции. Возьмемся за мускари, его мы обводим ярко-синим контуром. Можно использовать малую кисть, а можно среднюю. Работаем в любом случае самым кончиком кисти. Просто обводим уже существующие пятна контуром.
Также мы поступаем и с остальными цветками, с фиалками сиреневого и фиолетового цвета. Некоторые места можно подчеркнуть, просто оставив отпечатки кисти. В любом случае наносим контур. И затем по необходимости, при желании, можно некоторые места более затемнить. Также мы с вами поработаем контуром и на бантике. Для этого набираем просто более темный оттенок зеленого. Работаем кончиком кисти, создаем контур. Также давайте поработаем и с зеленью. Берем более темный зеленый и все обводим контуром. Некоторые места затемняем. Некоторые серединки цветков можно подчеркнуть ярко-желтым цветом, просто поставив там несколько точек. Также можно обвести и форму яйца. Теперь, когда верба подсохла, мы к ней возвращаемся, набираем темно-коричневый цвет на кисть и кончиком кисти оставляем отпечаток внизу пушистого шарика, образуя почечку, из которой он произрастает. Просто прижимаем кончик кисти, оставляя небольшой отпечаток. Теперь займемся корзиной. Темно-коричневым цветом мы заполняем пустоты, которые остались после первой проработки мазками. Можно сказать, что мы тоже просто-напросто обводим их контуром, просто не очень тонким, а достаточно сильной жирной линией. Смысл в том, чтобы просто заполнить пустоты. Тем же самым темно-коричневым цветом мы поработаем и с ручкой корзины. Можно обвести ее форму контуром и затем в некоторых местах затемнить, а еще лучше полусухой кистью как бы поскребсти по ручке корзины, придавая очень красивый эффект сухой кисти. Теперь оттенком темно-коричневого мы заполняем пустоты внутри корзины между цветами. И последние мазки. Это мы заземляем наш рисунок. Рисуем поверхность, на которой стоит корзина. Просто оставляем отпечатки кисти от кончика до самой пяточки светло-коричневым цветом. И это последние мазки. Надеюсь, вам было интересно. Оставляйте комментарии, чтобы еще бы вы хотели нарисовать.